В 2019 году в одной круглосуточной ветеринарной клинике произошел случай, который сотрудники вспоминают до сих пор и стараются не обсуждать вслух, потому что каждый раз, когда о нем говорят, происходит что-то странное. Молодой ветеринар по имени Артем заступил на ночную смену, в клинике было тихо, только звук капельницы и редкие звонки. И ровно в 3 часа 12 минут ночи дверь резко открылась, хотя никто не звонил и не стучал. На пороге стояла девочка лет 10, в тонкой куртке, вся в снегу, она дрожала и прижимала к себе черную кошку, которая выглядела так, будто уже не дышит. Девочка тихо сказала: «Пожалуйста, спасите ее, она у меня одна». Артем сразу взял кошку и понес в кабинет. Когда он обернулся, чтобы позвать девочку внутрь, ее уже не было, дверь снова была закрыта, а на улице пусто, будто никто и не приходил. Он вернулся к кошке и начал реанимацию, пульс едва прощупывался, дыхание почти отсутствовало. Но в какой-то момент кошка резко вдохнула и открыла глаза, и тогда Артем почувствовал холод. Ее взгляд был слишком осознанным, она не просто смотрела, она словно следила за каждым его движением, будто понимала все, что происходит. Он закончил процедуру, кошка пришла в себя, но вела себя странно, не двигалась, не мяукала, только смотрела на дверь, как будто кого-то ждала. Артем решил проверить записи и попытаться найти хозяев, но в базе не было ни одного обращения. Тогда он открыл камеры наблюдения и начал просматривать запись входа. И в этот момент у него перехватило дыхание. Дверь действительно открылась сама, и кошка словно появилась из темноты уже внутри клиники. Девочки на записи не было вообще, ни одного кадра, ни одного силуэта, только пустой коридор, и вдруг кошка на полу, как будто ее просто оставили из ниоткуда. В этот момент в клинике резко погас свет, аппаратура на секунду отключилась, и в полной тишине Артем услышал тихий детский голос прямо за спиной. «Ты успел, спасибо». Он резко обернулся, но за ним никого не было, только кошка, которая теперь сидела и смотрела прямо на него, и в этот момент она тихо мяукнула, первый и единственный раз. Свет включился обратно, все стало как обычно, но утром, когда Артем снова проверил записи, файла с камер за эту ночь не оказалось вовсе, будто его кто-то удалил. А в журнале приема появилась запись, которой он не делал. Пациент принят. Успел. После этого случая Артем уволился, потому что понял одну вещь: иногда ты лечишь не просто животное, а кого-то, кто уже давно должен был исчезнуть, но по какой-то причине остался, чтобы дождаться именно тебя.